Всем привет! В этом ролике мы расскажем о капитальном ремонте мотора 1.8 TCI. Буквенное обозначение CDAB. Мотор был установлен на автомобиль Skoda Yeti. Пробег у автомобиля 340 тысяч километров. И в один прекрасный день пропала компрессия в третьем цилиндре. После снятия ГБЦ было установлено, что прогорел клапан. Помимо этого еще были задиры в третьем цилиндре. Соответственно, капиталить пришлось целиком весь мотор. Блок был расточен. Сейчас он отмыт, подготовлен к сборке. Далее монтажной пастой смазываем коренные вкладыши. Нужно уделить внимание масляным форсункам. В нашем случае они были заменены на новые, потому что пробег достаточно большой автомобиля и есть риски их повреждения. Сразу же установили модифицированные форсунки, которые используются на более мощных двигателях. Установили коленвал. Установили бугеля на коленвал, и сейчас идет затяжка. Затяжка в два этапа. Сначала нужный момент, а потом доворот. Последовательность тоже важна. Сейчас протягиваем дополнительные болты для жесткости конструкции. Всего их 6 штук. Устанавливаем поршень в цилиндр. После того, как установлены поршни, протягиваем крышки шатунов. После протяжки нужным моментом доворот на 90 градусов. Сейчас устанавливаем верхнюю часть поддона. Ставится она на герметик. Потом идет протяжка болтов. Протяжка в 2 ступени. Сначала момент, потом идет уже доворот. Сразу не забываем про навесное, соответственно, установлен маслоотделитель, датчик коленвала. И сейчас будем продолжать сборку. Установили пластиковую втулку балансирного вала. Важно, чтобы она зашла целиком туда, иначе вал не вставится. Сейчас приступим к установке балансирного вала. Также хотелось бы рассказать про сам баланс-вал. Почему их менять нужно время от времени и вообще проверять их состояние. Вот здесь у нас стоят сетки. Они имеют свойство забиваться. То есть это новый вал, здесь все идеально. Здесь также сеточка. На старом сетки были забиты. Если сетка забьется целиком, то произойдет подклинивание баланс-вала и будут серьезные проблемы. Так как сейчас идет капитальный ремонт, то сразу этот момент исправляем, ставим новые валы и забываем про различного рода проблемы с этим узлом. А этот как раз старый вал. Сетка забита очень сильно и повреждена. Соседняя получше. Это очень даже ничего по состоянию. Но в любом случае, хотя бы даже из одной вот этой вот сеточки его рекомендуется заменить. Продаются они комплектом, сразу 2 вала, отдельно один вал купить не получится. Балансирные валы установлены, зашли спокойно от руки, без заеданий. Это очень важно, если
балансирный вал не заходит, значит надо проверять, почему так. То есть может быть пластиковая трубка мешает или она там стала неправильно. Но все должно быть легко и обязательно без зазоров. Никаких постукиваний, никаких усилий дополнительных. То есть все легко. Вот сюда устанавливается промежуточная шестерня. Она должна быть обязательно заменена на новую. Иначе есть риск повреждения двигателя. Балансирные валы вращаются достаточно свободно и легко. Никаких заеданий, ничего такого неестественного. То есть все как и положено. Болты новые, естественно, все заменено. Продолжаем сборку. Установили масляный насос. Сейчас будем затягивать. Установили нижнюю часть масляного поддона. После этого можно будет устанавливать сам поддон. Установили масляный поддон. Ставится он на специальный герметик. Дальше прикручивается болтами. Болты затягиваются в 2 этапа также. Это нужный момент и потом доворот на 45 градусов. После этого можно перейти к установке ГБЦ. Сразу же после установки поддона прикрутили кронштейн масляного фильтра, он же является кронштейном маслоохладителя. Обязательно установили новые прокладки. Да и вообще, в принципе, все детали, которые снимались, обратно ставятся только с новыми уплотнениями. Ни в коем случае нельзя использовать старые сальники или прокладки, потому что не исключена дальнейшая течь. Вот. Состояние было у них достаточно печальное, то есть вся резина она становится дубовой и неэластичной. Поэтому лучше не экспериментировать и не экономить, сразу настраиваться на замену. Как и всегда, наносим специальный медный спрей, уплотнитель для прокладок. И можно смазывать и уплотнять прокладки ГБЦ, прокладки выпускного коллектора. Улучшает контакт в горячих частях, предотвращает какие-то проблемы, связанные с повреждением поверхности, небольшие повреждения. То есть, в принципе, лучше перестраховываться, да, и обрабатывать на всякий случай. Сейчас идет затяжка ГБЦ. Протягивается в 3 ступени. Сначала моментом, потом доворота. 2 доворота по 90 градусов. Только после полной протяжки закручиваются болты М6 вот сюда вот. ГБЦ установлено, гидрокомпенсаторы установлены, толкатели, установлен один распредвал. Дальше будут заменены лопатки во впускном распредвале, так как имеется износ. И после переборки можно будет устанавливать клапанную крышку и собирать ГРМ. Отдельное внимание хотелось бы уделить сальнику балансвала. Находится он в очень неудобном месте. Соответственно, запрессовка сальника возможна только с помощью специальной оправки. Иначе никак не получится. С этой стороны у нас стоит заглушка, то есть подобраться к нему напрямую не получится. Только вот так вот. Сальник менять обязательно, иначе будут проблемы. Да и сам по себе сальник, он нестандартной формы, своего рода как перевернутая конструкция. То есть при установке следует обратить внимание на надпись внутренняя сторона и обратная сторона. Вот. Иначе можно ошибиться. Продолжаем сборку двигателя. Установлен водяной насос. Заменен ремень. Ремень как раз соединяется с балансирным валом, на котором меняли сальник. Все уплотнительные кольца, соответственно, тоже будут заменены. Здесь новое кольцо, на подводящую трубку будет новое кольцо. Вот эта вставка между теплообменником и помпой, она новая, то есть там 2 уплотнительных резинки тоже. Ну, датчик температуры он в комплекте идет с помпой. Приступаем к сборке газораспределительного механизма. Первый у нас идет цепь балансирных валов. Самое, что главное, это получается 3 успокоителя.
Натяжитель у нас вворачивается вот здесь. Он приводит, соответственно, вот эту вот планку и натягивает цепь. Важно совместить метки вот здесь на баланс-вале. Дальше на самой цепи нанесены метки. Вот видно, допустим, звено. Оно темное, совмещается вот здесь вот с желтой меточкой. И там еще точечка есть выбита на самом... Не баланс-вал, здесь промежуточная шестерня идет. На самом баланс-валу тоже метки, которые совмещаются шестерней. Там 3 точечки. Вот, и, соответственно, здесь метка, здесь метка. Все обязательно нужно совместить. Все очень внимательно. Дальше будет установлена цепь газораспределения. Более подробно вообще про установку ГРМ рассказано ранее в нашем видео. Я добавлю ссылку в комментарии. Сейчас затягиваем клапанную крышку. Распредвал уже установлен. Сейчас протягиваем по схеме крышку, и хотелось бы обратить внимание на герметик. В мануале указан силиконовый герметик, мы используем правильный анаэробный. То есть в каталоге запчастей прописан именно нужный герметик, а в программе по ремонте, по всей видимости, ошибка. Вот, поэтому делаем как правильно, и все будет хорошо. Установили цепь ГРМ, установили цепь масляного насоса, все планки успокоительные и натяжитель. Для выставления меток ГРМ неплохо помогают фиксаторы, которые ставятся на распредвал. Дальше, когда все метки совпали, метки стоят на цепи. Определенные звенья, они темного цвета, совпадают со стрелочками здесь и, соответственно, коленвалу. Дальше, когда все проверили, снимаем чеку с натяжителя и то же самое делаем с масляным насосом. Все цепи натянуты. Вот, и дальше уже надо будет прокрутить мотор на 2 оборота и проверить, что все в порядке. После этого можно продолжать сборку. Узел ГРМ защитим специальной присадкой. Это продлит срок службы цепи. Прокрутим мотор и дальше пустые участки также обработаем. Для установки сальника переднего коленвала используется специальная оправка. Все. Специальная проставка, она упирается в сам коленвал, и сальник уже сидит на своем месте. Сажается ровно по всей поверхности, без перекосов. Вот, это обеспечит точную посадку и отсутствие протечек в дальнейшем. Выглядит она вот так. Именно в оригинале Volkswagen. Сальник садится вот на вот эту поверхность. Здесь кромка, специально, чтобы не повредить сальник. Очень удобная штука. Шкив коленвала, он же демпфер крутильных колебаний, установили новый, так как пробег на автомобиле достаточно большой. Ну вот и все, мотор собран. Останется только установить задний сальник коленвала и маховик. Дальше мотор можно будет устанавливать на автомобиль.